Всем привет, дорогие друзья! У меня какая-то, знаете, традиция такая, что если перед бритьем Софочка, морковка появится в кадре, то бритье будет хорошее. Ты как считаешь? Тебе не до этого сейчас? Все, не до этого, у меня свои неотложные дела. Ой, морда, хоть Лизе привет передай. Ну ладно, беги. Я старый, ничего не понимаю, у ребенка там 100-500 дел, сейчас на улице солнышко, и надо на кухонный стол залезть, чтобы 1500 зайчиков поймать. Поэтому, ну что ты пристал со своим видео? Ну вот, ну и все, и давай, вали отсюда, мне некогда. Вот примерно такие мысли у меня сейчас были в голове. Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, и как обычно, необычное бритье. Возможно, кого-то это и не удивит, потому что, может быть, люди и больше видели, но тем не менее, я думаю, многим будет интересно, потому что сегодня будет опаска, благодаря Олегу Бартовец, город Новосибирск. Но опаска непростая, чрезвычайно старая опаска. Со слов Олега, она датируется 1850-1870 годом. Представляете, насколько это древняя старина? И вот ей мы сегодня будем бриться. Возможно, некоторые гуру от бритья опаской скажут: Иванов, а что ты нам можешь про опаску нового рассказать? Ну, в принципе, да, я бы мог с вами согласиться. Нового для вас я навряд ли что-то могу рассказать. Тем более, когда я говорил гуру, я говорил без сарказма, я говорил на полном серьезе, потому что на канале-то таких полно. Но а с другой стороны, есть две вещи, с которыми вы навряд ли станете спорить. Первое, это что даже новички, которые начинают бриться опаской, но они же тоже какие-то эмоции испытывают, какие-то чувства переживают. И в этом вы нам не можете отказать. Тем более, что если я предположу, что совсем недавно вы сами таковыми были, то я думаю, что я имею право выразить какие-то эмоции. Тем более инструмент-то сегодня непростой. Он не только старый, ужасно старый, но еще и заточен Эдуардом Седых. После этой заточки все, что было, это проверили под микроскопом, прогнали на кардоване. И вот сейчас без всяких ремней, вот как вот она есть, вы пойдете на обзор и посмотрите, что это из себя представляет. Ну а пока вы ходите, смотрите, я начинаю бриться, догоните. Это главный герой, который появился у нас на канале благодаря Олегу Бартовец, нашему подписчику, проживающему в городе Новосибирск. Он женат, у него есть дети, и семья у него, ну, не очень-то обычная по нынешним временам, потому что уже своего сына он с измальства приучает к правильному и нужному делу, полезному для каждого взрослого мужика. Не верите? А вот сами посмотрите. Коробка хоть и не родная, зато все, со слов Олега, остальное родное. Прежде всего, это ручка, рок. Какая была, такая осталась. Не знаю, менялись ли вставки или нет, но, скорее всего, менялись, потому что с его слов бритву чистили. И видно даже, вот видите, здесь вот название заполировано чуть-чуть, маленечко. А почистить бритву, не снимая ручку, это достаточно такое проблематичное дело. Так что, скорее всего, ее распаковывали. Плюс ко всему, со слов Олега, вот здесь вот на названии, сейчас я постараюсь сделать покрупнее, есть круг с крестом внутри. С его слов такой знак ставили на бритвах, которые изготавливали для двора королевского. Поэтому вот как бы еще одно маленькое свидетельство. Что он еще может сказать? Это Шеффилд, бреет очень мягко, гораздо мягче немецких с его слов. Насколько это так, я судить не берусь, потому что еще ни разу не брился, но это, конечно же, уже импонирует. Внешне бритва выглядит, ну, просто, ну, бомбезно. Это, знаете, это как красотка Малибу, которая прошла, сверкнула, бедрами вильнула, и все, у тебя уже и в душе поднялось, и не только в душе, везде, и ты понимаешь, что да, жизнь удалась. Вот так вот эффектно она как-то выглядит. Блин, как бы вам эту надпись-то показать? Вот, может быть так. А это получится, не получится. Вот так, по-моему, видно. С обратной стороны на бритве нет ничего. К сожалению, Олег не дал размеров этой бритвы. Давайте сейчас попробуем как-то компенсировать этот недостаток. Так, в миллиметрах это получается
Ну и я вижу где-то примерно в районе 19 миллиметров. Знатоки, переведите, сколько это в четвертях, в долях, как это там все переводится. Внешне бритва, конечно же, выглядит, ну, ребят, прям офигеть, как выглядит. Это достойное украшение любого мыльно-пузырного, как коллекции, что ли, там, или предприятия. Ну, то есть великолепно. И, конечно же, не могу отказать себе в удовольствии провести тест на волос, потому что бритва перед тем, как попасть ко мне, она была заточена там седых. К сожалению, как я потом уже понял, мой мастер меня несколько подвел. Но это не он подвел, это моя кривая башка меня подвела. Я когда просил у нее волосы, надо было сказать, что черные прямые. Но она вот первая, что попалась, она мне, видать, и пристроила. А попалась какое-то рыжее, бесстыжее, да еще не совсем прямое. Вот сейчас и пытаюсь с этим разобраться. Заклепочка держится очень хорошо. Так, видно вам, не видно? Так, в сантиметре. Тырц. Посерединке. Они все, зараза. Так, что-то у меня тут не получается. Не. Ну, блин. Вот, здесь прошло нормально. Я говорю, какой-то волос неправильный. Так. Что-то не хотит. Ну, несмотря на то, что в середине волос не режется, я, наверное, все равно на ремне ее не стану и попробую сделать первый проход. Вот, здесь нормально. Если бритье не будет вызывать какого-то неудовольствия, что ли, то и нормально, то и хорошо. Да, серединка что-то у меня не получается, а вот в начале и в конце тоже не получается. Ну вот так, как-то так. Ну, если с этой красотулей разобрались, давайте переходить к следующим героям нашего обзора. Помазок. Помазок сегодня у нас, с одной стороны, простой, с другой стороны, ну нифига не простой. В чем его простота? Ну, подобные помазки делал мужской материк. Ни для кого не секрет, что вот подобные ручки у них были. Именно что подобные, потому что сейчас в моей памяти я помню, что там вроде как тоже был мрамор, но вот этого беленького было побольше, хотя форма, конечно, точно такая же. Не могу сейчас, к сожалению, сравнить, потому что помазок с такой ручкой от мужского материка уехал в солнечный неспокойный Израиль, кроме, и сейчас верой и правдой служит там. А Иван его прислал по моей просьбе, потому что с его слов он купил этот помазок на Авито с рук. И как бы это, потом пишет такое письмо, ну вот сами почитайте. Смысл которого сводится к тому, что человеку помазок не зашел. Он говорит, если все такие мужские материки, тогда я не понимаю, что вы от них балдеете. Те вопросы, которые сейчас еще до испытания у меня есть к этому помазку. Первое, это к Ивану, потому что он пришел в коробке под этого, очень сильно похожий на Яки. Мне было бы интересно посмотреть на настоящую коробку, потому что мужской материк все свои помазки выпускает в тубах. Если это на самом деле помазок от мужского материка, то где туба? Резонный вопрос. Второй вопрос. На самом ли деле это мужской материк?
Почему у меня появилось какое-то сомнение еще до испытания? По двум причинам. Первое. Свои ручки, как и узлы, мужской материк берет в Китае. Для Китая вот этот вариант ручки достаточно расхожий. Все мы их видели уже у Яки, у DS Cosmetic. Да я больше чем уверен, что и другие китайские фирмы барыжат этими помазками. В этом нет ничего зазорного, просто расхожая модель только и всего. Поэтому вот именно такая форма ручки, это не есть еще знак принадлежности к мужскому материку. Это я сам для себя так вот решил. А второе, ребята, я его, конечно же, перед бритьем подготовил и продезинфицировал в перекиси водорода. Так вот, во время готовки я сбивал на ладошки, и мне очень так вот были вопросы. Для меня он был слишком мягкий. Как будет в работе, я не знаю. Посмотрим. Но вот пока вот эти вот вопросы остались, и хотелось бы, конечно, на них получить ответы. Если ориентироваться, допустим, на то, что делал мужской материк, ну давайте посмотрим. Высота узла у нас 55, ширина узла, ну, по линейке 25, да, на 24 тянет вполне себе. Ручку мерить бесполезно, она стандартная для Китая, поэтому это каким-то идентификатором для определения принадлежности помазка служить, конечно же, не может. И, скажем так, еще вопрос. Если бы, допустим, это был мужской материк, но бракованный, я бы, ну как, первым делом просто обратился к производителю и сказал: ребята, ну вот как бы да, я понимаю, что в каждой компании могут быть такие отклонения, вот одно из них у меня, давайте решим вопрос. Я больше чем уверен, что мужской материк пошел бы навстречу и решил. А сейчас вот в этой ситуации, когда человек взял помазок с Авито и вообще еще неизвестно, мужской ли это материк, вот как в этой ситуации поступать, честно сказать, я не подскажу. Поэтому давайте, знаете что, давайте не будем забегать вперед, просто попробуем поработать, а там будет уже более-менее понятно, оно или не оно. А с чем же будем работать? Для вас также не секрет, что совсем недавно к нам пришла посылочка с Украины от Александра Подоляна и от Стаса. Одну из этих частичек я из коробки выдернул, дабы показать, потому что мне очень-очень понравился запах. Это Mystic Water Soap. Со слов Александра, мыло обладает великолепным скольжением. Прям, ну, прекрасное, чудесное. Я от себя могу добавить, что и запах мне понравился, просто бомбезный запах. Но, опять же, со слов Александра, обладает нестойкой пеной. Хоть на скольжение это и не играет никакой роли, но, тем не менее, факт остается фактом. Этого пробника нам хватит более чем там и не на 1, и не на 2, и не на 5, и не на 7 раз побриться. Поэтому, я думаю, чаши сегодня никакой не будет. Просто так вот, прямо вот в этой баночке все и сотворим. Мыло полутвердое. Вот если взять твердое, мягкое и посередине, вот, наверное, посередине, вот это вот оно так вот и есть. Запах океаническо-водно-дождевой тропический, вот какой-то вот такой. То есть, если вы любите что-то летнее, знаете, вот таких бирюзовых, голубых тонах, освежающее, то это ваш запах, берите даже и не сомневайтесь. Правда, я не знаю, чье это мыло, здесь на коробке не так уж много информации, о производителе ее вообще нет. Ну, я не знаю, это или одесситы намастырили что-то, или Елена с Киева. Ну, кто? Вот, Александр, добавь информацию, пожалуйста, кто это сделал. Из твоего письма я не очень-то понял. Так что это один из претендентов. Пока у меня на него очень-очень-очень большие виды, ребята. Если на Украине научились делать вот такие вот вещи, то я просто рад за хлопцев. Это просто молодцы. Это красавцы, красавцы. Автошейв. Я, к сожалению, не нашел информации подробной в письме. Его-то я нашел от Александра Подоляна. А вот комментарий Александра, где он расшифровывает, что это за автошейв, я вот не нашел, к сожалению. Из письма лишь могу сказать, что это автошейв, вернее, пробник автошейва мастерицы из Киева Елены. Вот такого вот он интересного цвета. Пробничек очень культурный такой, прям запах интересный. И вот сегодня этого красавца и попробуем, что это такое и с чем его едят. Ну вот и все. Пошли бриться. Ну что сказать.
Честно сказать, меня несколько обескуражило то, что бритва не прошла тест на волос. То есть, ну, волос отрезался даже хуже, чем после моей заточки. Тут я больше рассчитываю на ваши комментарии, потому что сам для себя, возможно, я не прав. Если не прав, поправьте. Я привык считать, что да, тест на волос это очень важно. Да, целых 5 видов есть там. Вот он режется так, режется так, режется так. Совершенно верно. Но в то же самое время я прекрасно понимаю, что тест на рез волоса это достаточно субъективное понятие. Одни люди говорят, которые говорят, что правильно выточенная бритва должна волос резать прям с маху. Если не так, то она не заточена. Ну да, согласен. С этим трудно не согласиться. Ну а другие люди говорят, что нафига мне сильно острая бритва, мне надо, чтобы она мягко брила, а сильно острая она там типа кусается. То есть вот тут, ребята, расшифруйте. Я вот сейчас вот маленько в шоке. Если кто-то хотя бы мысль держал в голове, что вот там я там на Эдуарда Седых хочу бочку накатить, там то есть 5-10, ребят, я далек от этого, далек. Со слов многих я уже сам себе вбил в голову, что заточка разных людей, разных бритв разная. Одну и ту же бритву разные люди наточат по-разному. И заточка одного человека может этому человеку, вот тому, кому он точит, может не зайти, хотя это не значит, что человек плохо наточил эту бритву, он хорошо ее наточил. А вот другому человеку эта заточка заходит. То есть тут очень таких, знаете, вот много субъективных понятий. Но тем не менее, я все-таки склонен сейчас к тому, чтобы не откладывать ничего, бриться так, как есть. И если вдруг что-то будет вот там, я не знаю, там тянуть, там как-то идти будет не так или еще что-то, то ремешок от тормоза я приготовил, ну разочков 30-то и прогоню. Вот пока как-то так. Сейчас я еще не готов, вернее, какие-то выводы делать, у меня в голове еще все это просто укладывается. Честно сказать, я рассчитывал, что у меня сейчас стружка с волоса пойдет, там только вот не успел поднести к бритве, там уже волос пополам будет разваливаться. Что произошло? Может, у меня волосы какие-то особенные были. Я вот пока хз, я не могу ничего сказать. Короче, делаем пришейв. Саша, огромное тебе спасибо за это мыло. Блин, как же оно мне по нраву своим запахом. Так, вот чуть-чуть нанесем. Но то, что пена быстро спадает, это, конечно же, не есть гуд. Ну, а с другой стороны, я не знаю, как вы, я-то в своей жизни, наверное, раза 4 сталкивался с мылами. Вот смотри, как занялось сразу. У которых пена спадала, но после того, как она спадала, на лице не было сухоты, а была вот такая вот масса, которая великолепно позволяла бриться. Поэтому, что сейчас будет, я не знаю. Но с учетом того, что сказал Александр, будем действовать. Ну, пришейв мы не нанесли, давайте, наверное, займемся пеной. Помазок уже замочен. Беру с него немного влаги. Ну и прям в этой баночке, наверное, и поехали. Набирается бойко, сразу же переходит в пену. Баночка в данном случае у нас имитирует, что мыло у нас практически, вот как было бы оно с самого начала здесь, мыло практически кончилось. И мы просто эту баночку используем как не для сбития пены, а для забора пены. Помните, как вот у меня с ручкой была? Пена крупнодисперсионная, это много влаги, надо было маленечко еще стряхнуть. Ну, загрузил изрядно, полностью до конца пену мы в чашу сбивать не будем, поэтому я думаю, что давайте, наверное, на этом и остановимся. И в любом случае, если нам вдруг чего-то не будет хватать, мы всегда сможем в чаше подобрать. Ну да, как я вижу в чаше, Александр был прав, спадает и спадает изрядно. Иван, по работе это да, это похож на мужской материк, но мягковат, чуть-чуть мягковат. Хотя, наверное, все-таки мужской материк.
другой стороны, вот есть, ну, не буду торопиться, потому что есть нюансы, которых раньше в мужском материке не встречал. Один из них там пытается хребтенок что-то вылезти, показать свое я. Парни, как же оно пахнет. Это just beautiful, perfect. Обалдеть, как пахнет. Просто шикарно пахнет. Знаете, если оно недорогое, если сейчас, вот даже после того, как пена спадет, все-таки оно будет позволять бриться, да и хай бы с ним, я бы такое мыло хотел. Ну а если оно дорогое, но мне кажется, что вот такие нюансы со спадением пены, это непозволительно. Не, у дорогого такой номер уже не должен быть. Я припас сегодня салфетку, о нее буду вытирать пену. Так, как бы это так сделать-то, чтобы... Наверное, в карман пока покладу. Ну что ж, поехали. Да, вон, смотрите, как она бодренько побежала. Трин-трин-трин. Парни, я не знаю, что там за хрень с волосом была, но мне нравится, как бреет эта брита. Ну, этого мыла слишком дофига остается, его прям тут дофигища. Несмотря на то, что я его смахнула паской, я не могу спокойно брать и оттягивать кожу. То есть она реально все равно в мыло упирается. Вот они, первые нюансы пошли. А вот здесь вот, когда стал вот здесь вот, уже чувствую, тянет. Давайте, знаете что? Все-таки пройду я на ремешке, наверное, 30 разиков. Но хуже-то оно не будет. Ну вот, 30 раз за бортом, а пены этот вообще уже не вижу. Где? Чувствую на лице влаги мало. Сейчас добавлю. На помазок еще так маленько.
Взял полотенце, руку вытирать. Ну, я хз, парни, я бы вот так вот просто, знаете, если невзирая на авторитеты, ну, я бы не сказал, что она как-то шибко выточена прям. Может быть, что-то это по дороге случилось. Хотя в такой упаковке что с ним могло случиться. Вот она маленькая. Пена вообще жиденькая стала, да? Ну, при всем при том, там есть чем брить, парни. Даже опаска не снимает все с тела. И после того, как вы туда голой рукой заходите, то там еще дофига всего. Так. Вымученное движение для меня, как я его могу заменить? Я не чувствую уверенности, когда провожу. Вот как я его могу заменить, да? Так тоже уверенности не чувствую. Так.
Мыло проводит такую легкую анестезию. Я на губах вовремя не снял. И прям почувствовал, как чуть-чуть губы занемели. При всем при том, здесь нет ментола или чего-то еще. Вот это вот странно для меня. Так. Воды мало залипает. Ну, что-то не шибко-то ремень не помог. Олег, я не знаю, в чем проблема. Я-то знаю, как ты серьезно к этому отнесся и как ты серьезно к этому подошел. Что со мной не так, я фиг его знает. Но я прям чувствую, что она в волос упирается и идти не хочет. Ну, это больше не на бритье похоже, а на эпиляцию. Иван Иванович. Блин. Может, я и опаска не созданы друг для друга. Хотя, я думаю, когда каждый учился, кто-то вот с опаской, наверняка вот каждого такие мысли посещали. Тут самое главное не сдаваться. Не ссы, братан, прорвемся. И так, аккуратненько, аккуратненько так. Ну тут уже все смешалось в доме Облонских. Я уже смотрю, что внешний вид побритого человека-то я принял. Единственное, что подбривки тут серьезные, конечно.
Сейчас какие-то мысли всякие разные в голову лезут. Сейчас вот в заключительном слове, наверное, все-таки скажу. Ну вот, хлопцы, как-то так. Чуть-чуть самый децл стал похож на человека. Я думаю, даже уже мучить-то, наверное, не будем, потому что если сейчас дальше продолжать бриться, я не знаю, с какой стороны подойти. То есть тут уже беспорядок, естественный порядок нарушился. Поэтому автошейв. Прежде чем уйдем на автошейв, так, вот что у нас в баночке. Но она уже падала, поэтому что тут? Мыло как было крупнодисперсионным, таким и осталось. И эту пену рассматривать качественно для бритья, ну я не знаю. Тут ее, конечно, загустить-то надо, всякое разное. Поэтому, ну что есть, то есть. Все, бритье. Фу, господи, автошейв. Ну что, расфигачил, конечно, себе маленечко, не без этого. Но мы же только учимся. Ребят, пока сидел на компрессе, в голову всякая галимутень лезла. И, честно сказать, хорошего-то ничего не шло. Потому что, скажу сразу, я Олегу верю. Это не тот человек, который стал бы обманывать. Вообще у него, да, какой смысл вообще в этом, в обмане смысла вообще никакого нет совершенно. Если человек говорит, что это его бритва, что он отослал ее на заточку Эдуарду Седых, а потом поправил на кардование и прислал мне, значит так оно и есть. Но это одна часть информации. Другая часть информации, которая у меня сейчас есть, это то, что мы с вами вместе попробовали провести тест на волос. И причем до этого я не пробовал. Вот на камеру я впервые это стал делать. Чтобы, ну, не рушить первое впечатление, и вообще, чтобы там вот избежать всего этого. То есть вот на камеру при вас вытащил и пумс, и вот. И волос не резался. Я хрен его знает, что думать уже. Так, ну автошейв. Дозатор очень удобный и очень элегантный пробничек. Прям такой, прям приятный. И запах тоже такой. Легко алкогольный, легко. Почему я так думаю? Потому что, ну, я могу догадываться, что морду лица-то я себе сегодня расхерачил как надо, по-взрослому. А что-то нигде не капает, не орет, не кричит и не шипит. Это, знаете, это как какая-то приятная водичка, которой ты умываешься и тебе хорошо. Какой-то, как мучной орех, что-то вот запах какой-то такой. Если бы это была кондитерка, я бы ее укусил. Угу. Интересный такой запах. Ну, скажем так, вот мой личный интерес в этом запахе, он не распространялся бы дальше ванной комнаты. То есть в качестве парфюма я этот запах бы вряд ли стал использовать, потому что это что-то, знаете, такое интимно отдыхающее. То есть ты вот сам с собой сидишь, там чашечку кофе, там, допустим, журнальчик листаешь, и вот что-то вот такое там можешь себе позволить. Или там какую-то орешку взял, тырц, вот она вот с таким вкусом, запахом, да. Но вот так вот как-то прям на люди с таким запахом, ну, я не знаю. Во-первых, он не сильный, он в интимной зоне, дальше вряд ли пройдет. В пределах полуметра его уже, скорее всего, никто не почувствует. Если вы захотите, вы спокойно можете вместе с этим автошейвом использовать свою туалетную воду. Я его на ладонях тоже практически не чую. На лице пока изрядная липкость. Что будет дальше, посмотрим. Но вообще понравилось, как он наносится. А вот как быстро липкость пройдет, сейчас уже будем посмотреть. Мыло я в раздраенных чувствах, потому что мне чертовски понравился его запах, а все остальное нет. Ну, пену-то сбить с него, да, оказалось несложно. Но с другой стороны, Александр был прав, пена оседает быстро, не мешает бритью, но, скажем так, бриться этим мылом можно великолепно. Его тут чертовски много, вот тут по скольжению 8. То есть вы опаской провели, а там его еще 3 килограмма. Я уверен, что и с тэшкой было бы то же самое, но мне эстетики не хватает, понимаете, что вот я вот снимаю вот эту белую
пахоту, ни целину, ни паханую никем до меня. Бам, снаружи тут, знаете, вот чернозем голимой моей шкурки обнажается, и ты уже какой-то кайф от этого получаешь. Я не требую от него информативности, вот от этой пены, что многие говорят, что да, мне с пеной по кайфу, потому что я вижу, где побрился, где не побрился. Да, это всего лишь одна сторона монеты. А другая сторона монеты, вот эта вот эстетика, про которую я вам сейчас рассказал. То есть мне по кайфу, когда я вот это вижу. Тут же оно растаяло, и да, бриться дает, но вот этой вот целины непаханой я не наблюдаю, и вот это меня несколько смущает. То есть получается полностью, целиком оно справляется со своей задачей, причем обладает великолепным запахом во время бритья в том числе. Но эстетическая составляющая в виде такой пены наваристой у нее отсутствует. Я знаю, что многие со мной могут не согласиться, потому что я Александра Тернавского по каналу-то уже, наверное, сколько, месяца 3-4 знаю, но тем не менее недавно воочию убедился о том, что думает человек. Не знаю, каким макаром меня занесло на YouShape, по-моему, и почитал там его статью, ссылку на эту статью вам давал. Там человек очень много интересного рассказывает не только о пении, но и о бритье в целом. Так вот, его сентенция состоит в том, что он не любит густую пену. С его слов, она у него плохо вымывается в станке, а он, ну и так, не дает хорошего скольжения. А вот такую полужидкую на грани фола, когда она столько в себе содержит воды, что еще чуть, еще децл, вот только пукни, пусти волну, и все, и она побежала, это уже будет не пена. Вот такую пену он любит. Якобы для него она полностью оправдывает те чаяния, которые он ждет от пены. То есть она хорошо смачивает, она хорошо скользит и прочее, прочее, прочее. То есть вот у человека в бритье к пене могут быть самые разные требования, в том числе как вот у Александра Тернавского. А вот к этой пене я вот ни разу не слышал, чтобы люди любили такую. Если такие есть, ребята, отзовитесь, вот скорее всего это мыло для вас. Все остальное к мылу, ребят, не придраться. Запах 5, работа 5. То есть, ну, вот если бы не это мыло, я думаю, что я бы себе тут фейс-то еще и бодрее бы разнес. Поэтому, ой, липнет, липнет. Ну, может, когда-нибудь пройдет. Пока нет, пока... Нет, ну, так-то нет, но все равно это... Как геккон не получится, но липнет хорошо. Прям хорошо липнет. Так что вот, мыло такое для меня осталось. Кому пофигу, бреет а кому пену давай. Ну тут, ребята, подумайте. Потому что вот пену давай, тут как-то вот так вот. Автошейв не мое. Ну вот сейчас уже меньше липнет. Но не... алкоголя побольше. Здесь его недостаточно. Хотя, с другой стороны, в принципе, не все же такое любят. Любят же и нейтральные вещи тоже. Вот, вероятно, для этих людей это придумано. Плюс еще запах. Запах для меня совершенно неожиданный. И как-то, знаете, вот прямо с бутылочки он еще дополнительные ноты дает. Это прям что-то такое, как ликер земляного ореха, что ли, или как? Не с арахиса, а вот прям, знаете, вот лесного ореха, может, ну нет, тоже нет. Понимаете, вот кондитерка мучное и орех, и ликер, вот все это вместе, как вот перемешать, вот что получится. Вот что-то такое веселое. Ну, в половину ушло, но все равно все еще липнет. Так долго липнущий я точно не люблю. Помазок. Иван, вот во время бритья у меня стойко сформировалось, что это не мужской материк. Такое ощущение, что тебе липу подсунули. С одной стороны, он похож. Да, похож. Но с другой стороны, он будет похож один в один, когда, если ты возьмешь, допустим, вот шарик мужского материка, и этот шарик, и мужской материк так тырц гвоздем, он вот так подсядет, и вот тогда да, вот так, слушай, ну вот, или это бракованный мужской материк, или это подделка под мужской материк, или это я хрен его знает, или китайцы просто косят уже под мужской материк, ну и я вот фиг его знает. Скажи, пожалуйста, у него туба хотя бы оригинальная это была, потому что мужской материк без тубы эти помазки не продает. И не важно, что вот с такой ручкой, не с такой ручкой. Ну, я не встречу. Может, мне только в тубах присылают. Ребят, скажите, пожалуйста, вот такой черной мраморной ручкой хоть кто-то получал без тубы? Потому что вот эта коробка от Яки,
Меня тоже так, знаете, как, ну не напрягла, но несколько в тупик поставила. Внешне очень сильно похож на мужской материк. А так, ты где? А так, ну вот даже давай вот такое сравнение попробуем провести. Хотя, конечно, вот это стычки я тоже не сильно-то верю, потому что чуть-чуть сместишь вот так, и там уже совсем все по-другому будет. Видите, нет? Так, вам не видно? А вот так вот может быть. Давайте я вам вот так покажу. Ну вот, мужской материк. И вот. Теперь понимаешь, о чем я? То есть, вот он его просто давит. То есть, если у тебя есть железобетонное доказательство того, что это мужской материк, или туба, или еще что-то, тогда это бракованный мужской материк. Если у тебя таких доказательств нет, значит тот человек, у которого ты купил, или сам был кем-то обманут, или обманул тебя. Потому что, ну, вот мне не верится нифига, что это мужской материк. Вот как-то так. Короче, блин. Ну, два косаря не на ветер, но жалко все равно. Вот и не ссы, что-нибудь придумай. Бритва. Олега бритва понравилась. Понравилась. И если бы вот не сегодняшнее дурацкое недоразумение, я сам для себя прекрасно понимаю, что взял бы там еще, не знаю, ну, на бальсе бы погонял с этим, с алмазной пастой, там вначале на 0,5, потом на 25. Или если, допустим, у меня таких вещей нет, то на ремешке бы там красная, черная паста, что-то типа такого. И в любом случае вот это вот, ну это моя бритва, мне что бегать, орать, кому-то жаловаться, что ли, нет, мне и бриться. То есть я бы ее все равно до ума довел. И то, о чем ты говорил, что это твой любимый инструмент, что это Шеффилд, который мягко бреет, я прямо безоговорочно с тобой согласен и могу как-то проникнуться всем этим, я тебе верю, потому что про Шеффилдов и их мягкое бритье я слышал не единожды. Единственное, что я не могу, это объяснить то, что сегодня произошло. Ну нет у меня ничего такого, чтобы объяснить произошедшее. Я понятия не имею, почему сегодня было вот это. Я далек от того, чтобы полагать, что у меня какая-то особенная щетина, что, допустим, тебя она бреет, да, а вот меня решила не брить. Я далек полагать от того, что у меня какие-то волосы из парикмахерских, которые мне мастер дал, особенные, потому что это волосы одного человека. Накануне вы видели видео, я подготовил бритву французскую с этим для барбершапов, которую Константин с канала Разошап подогнал, и она уедет Дмитрию Дорохину. Так вот, она резала волос. Только где-то 5-8 миллиметров последние от пяточки, они этот волос не брали. Кто не видел в предыдущем видео, посмотрите, пожалуйста. Но здесь-то вы сами видели, что это было. И я специально после твоего предупреждения, что бритва пришла от Эдуарда Седых, ты ее погнал на Кордоване. И вот мне было очень интересно попробовать эту заточку. Я поэтому специально даже ни звуку, ни пуку, ни стуку, вообще ничего. Какие ремни, какие пасты, какие пальцы, забудь. Нет. Мне было очень интересно от мастера попробовать заточку. Ну, мне почему-то кажется, что это не его заточка. Ну, то есть это не он точил. А если точил, то с этой бритвой что-то произошло. Потому что, ну, я тоже видел Эдуарда Седых, ну, в смысле видео. И я видел прекрасно, как он волос не только режет, но и расслаивает. А это особая какая-то статья заточки, потому что так заточить это, ну, постараться нужно. А человек-то не молодой, опытный, и он умеет. И ну, вот на такую заточку, как я видел по видео Эдуарда Седых, это не похоже. То есть, ребята, у меня пока вопросов больше, чем ответов. Я был бы очень признателен, если бы, допустим, ты помог бы разобраться в этом. Возможно, у тебя есть какие-то догадки там, или еще что-то. Маленький казус. Олег, ну, я думаю, что вот только с твоей подачи, вот весь тот максимум информации, который ты можешь дать, я думаю, что можно было бы разобраться вот во всем этом. Скажу лишь одно, что если бы у меня была такая, я был бы счастлив. Ну, в смысле, как, я и так счастлив, потому что у меня есть французский клин, вот так бы я был вдвойне счастливее. Но
со временем, когда-нибудь, ну, я не исключаю такого, что и у нас что-нибудь такое появится на канале. А пока хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что дал возможность посмотреть в руках, подержать, пацанам показать. Пускай не так феерично, как я планировал. Я тут вот я жих. Я он так приготовился, жих, так же весь алюмакалий, который у меня есть, собрал. Думаю, сейчас тут пукнешь не так, она тебе там полуха снесет. Но, к сожалению, так не получилось. Ну, действительно необычно как-то вышло видео. Ну, парни, извиняйте, хлопцы. По автошиву, ребята, до сих пор еще липкость осталась. Точно не мое. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч на канале. Пока-пока. С вами был я, Вадим. Подписывайтесь на канал. Берегите себя.